Продолжаете молчать? Думаю, что это не в ваших интересах. Разрешите вопрос? Да. Как бы вы отнеслись к вашему разведчику, если бы он в аналогичном со мной положении стал давать показания? Я бы назвал это предательством. Почему же вы хотите, чтобы я это сделал? Потому что вам некого предавать. И вы сами это прекрасно понимаете. Если говорить о предательстве, знаете ли вы, что ваш отец не умер, а погиб в автомобильной катастрофе? Нам известно, что ваши хозяева имеют к этому прямое отношение. Почему я должен вам верить? Мне вы можете не верить. Владимир Гаврилович, дайте, пожалуйста, газету. Франкфуртер Рundschau. Статья называется «Кто убил графа Тульева?». Нью-Йорк Таймс. Катастрофа или убийство? Ну, а Фигаро прямо пишет. Истинной причиной гибели Тульева и таинственного исчезновения рукописи было, несомненно, решение графа опубликовать во французском издательстве свои мемуары. Видимо, определенные политические круги некоторых стран не нуждались в откровениях старого разведчика. А уж разведотдел НАТО в подобной публикации тем более не заинтересован. Вы и теперь не верите? Я устал. Проходите.
Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Grüß Gott. Ich möchte mir diese Papiere noch einmal ansehen. Guten Tag. Guten Tag. Und ich komme dann noch einmal vorbei, ja? Das ist für Sie, bitteschön. Na, wie geht's? Guten Tag. Guten Tag, Frau Allen. Ist der Chef zu sprechen? Я хотел бы поговорить с шефом. Господин Себастьян, прошу вас. Guten Tag, Chef. Guten Tag, Herr Sebastian. Bringen Sie bitte Kaffee. Принесите, пожалуйста, кофе, и я никого не принимаю. Контрольная открытка, отправленная в Приволжск, возвратилась. Со старой квартиры он выехал, и в адресном бюро не значится. Возможно, меняет место жительства. Тем более должен был доложить. Не похоже на надежду. А у вас есть сомнения? А у вас есть уверенность, что все обошлось благополучно после так блистательно организованной вами переправы круга? Ведь Надежда сообщил, что Бекас прибыл. Сообщил. Когда у вас с ним связь? Завтра. Вот что, запросите адрес. Запишите шифровку. Надежда. Космическая разведка отмечает в квадрате 72, 48 крупное строительство. Так вот, дорогой товарищ Надежда, в том квадрате, который они указывают, никаких объектов нет и не предвидится. Зачем это им понадобилось? Или у них неверные сведения? А вот их радиограмма. Что бросается в глаза? Абсолютная категоричность. Никаких тебе там может быть, по некоторым данным, а квадрат – это голая равнина. Так что вы думаете? Думаю, они опасаются, что Надежда провалился. Хочешь квас? Нет, спасибо. Этим самым они дают нам возможность снабжать их дезинформацией. Понимаешь? Потечет деза, значит, подозрения их правильные. Я думаю, что запрос об адресе тоже не случайен. Значит, беспокоится, собирается кого-то прислать. Да, в общем, похоже. А что, если Тулеву пожить под моим присмотром недельки 2-3 в Приволжске? Раз уж они так торопятся, тянуть с проверкой не будут. Рискованно. Подождем пока. Ничего не поделаешь. Придется тебе самому выкручиваться, встречать гостей. Угу. Поезжай-ка ты в Приволжск, оформляй прописку. И свою, и Надежды. Обоих? Да. И на работу его устроишь. А теперь садись, пиши радиограмму. По косвенным данным, точность которых проверю в ближайшее время, ваши сведения по Урану-5 неверны. Переехал на новую квартиру. И далее сообщает свой адрес. Вы, кажется, уже бывали в Москве? Да, в 44-м, в июле. Еще не забыли? Вы собирались отдыхать. Поинтересуйтесь, когда есть ближайшая туристическая поездка в Москву? Багажный этаж, пожалуйста. Хорошо, хорошо. Все будет сделано. Bitte alle kommen zu mir. Bitte teilen Sie mal. Bitte schneller. Meine Damen und Herren, Sie sehen hier das Hotel Russland. In diesem modernen und bequemen Hotel Sind Sie werden das erste Mal in Moskau, Herr Вы Kruse? в первый раз в Москве, господин Клюгер? Hotel in unserer Hauptstadt und Да, ist sehr впервые. schön. Links sehen Sie den Roten Platz und auf dem Roten Platz unseren Stolz.
Kathedralen und Kirchen. Hier sehen Sie den Glockenturm Ivan des Großen. Der Spasski-Turm hat die größte Uhr im Lande. Фройлен, скажите, пожалуйста, сколько мы пробудем в Москве? 3 дня, и на обратном пути еще день. Hallo? Botschaft? Это посольство? Bitte, ich möchte Herrn Kulturattaché, Herrn Dr. Klotz sprechen. Я хотел бы поговорить с культур-атташе господином Dr. Клотцем. Klotz? Guten Tag. Hier spricht Erich Kluge. Ich soll Ihnen Grüße übermitteln aus Köln von Ihrem Я хочу передать вам привет из Кёльна от вашего кузена, господина Коха. Wie bitte? В Jederzeit. любое время я в вашем распоряжении. Рахманинов. Abendmesse. Eine seltene, Уникальная запись. fast unmöglich zu beschaffen. Вы приобрели здесь? Wunderbar. Wie gefällt's Ihnen? А как вам это нравится? Да, я уже обратил внимание. Auch eine Seltenheit. Тоже редкость. Und hier bitte? Ja. Herrlich. Aber hier, Herr Kluge, habe ich etwas А вот ganz здесь у меня нечто совершенно особенное. Jahrhundert. 17 век. Barock, Ilia. Oh ja, ich kenne einen Mann, der beschafft in den hohen Norden gelegenen Dörfern die herrlichsten Kunstwerke. Hat Richa Я знаю человека, alte ему Sterne удается приобретать вот такие шедевры. anzufangen. Старики умирают, а молодым это ни к чему. Ja, gerne. Etwas heiß ist es bei Machen Sie Ihnen. sich Что-то bequem. жарковато у вас. Übrigens, wie geht's meinem Vetter? Как там себя чувствует мой кузен? Plagt sich mit Ischias. Мучается In der Krieg. радикулитом. Ja, Ich glaube, er hat es nicht Это его военный сувенир. ja, ich war auch in dieser Gegend. Vielleicht wünschen Sie Kaffee. Может быть, вы хотите кофе? Aber nicht Да, только не очень крепкий. Vielleicht. Wunderteppich. Schön. Gin. für die Pumpe. Kommt nicht in Frage. Wenn Sie Wünschen hat. Если вас интересует, я могу помочь вам пополнить вашу коллекцию, господин Ja, Клюгер. das wäre sehr Я вам буду очень признателен. Ein Stück Zucker. Bitte. Gleich. Schön. Ich werde es mir überlegen. Мы подумаем. Aber ich rauche nicht. Я не курю. Это вам подарок от меня. Oh, Franz. Sehr schön. Natürlich. So, bitte. In einer Woche bin ich. Через неделю я снова вернусь в Москву. Ja, und Я вас очень прошу не забыть относительно икон. Selbstverständlich. Я постараюсь. Кто живой тут есть? Да найдется. Дом 21? 21. А хозяйка в магазин ушла. Нет, мне Курнаков Станислав Иванович. Здесь он. А, здесь. Его тоже нет. А где он? В командировке. Надолго? А кто его знает? Может, на той неделе будет. Вот не везет. А я ходил в радиомастерскую вашу. Мне там сказали, что он уволился. Адрес ваш дали. Да и зря ходил. Точно уволился. Между прочим, правильно сделал. Что там за работа-то? Денег мало платят. Нервная работа. Он и уволился. Теперь работает в транспортном агентстве шофером. Так выгоднее. Ну, конечно. Между городами разъезжает. Воздух, красота. Всякие там премии, прогрессивы. Закуривайте. Нет, спасибо, не курю. Хотите жизнь продлить? Как получится. Да, а я вот тут, значит, проездом в командировке. Приятель его просил его повидать, привет передать. Я, значит, зря ходил. А, так если что нужно передать, можете мне. Я ведь тоже его приятель. Чего передать? Привет от Сергея Николаевича из Большой Полянки. Ну что ж, передам. Вот и пошел я. Так что, папаш, может, кинем по банке-то, а? А то по-черному пить противно. Как по-черному, и что значит? Ну, это когда сидишь вдвоем, ты и бутылка, а третьего нет. Нет, я в третий не гожусь. Нет? Диета. Тоже Да? хочу жизнь пролить. А, До свидания. жаль. Ну, покеда. Was gibt es Neues? Какие новости? Die Arbeit in der Radeberg. Он ушел из радиомастерской Jetzt arbeitet er in einer Transportbehörde. и сейчас работает в транспортном агентстве шофером. Das wurde überprüft. Вы это проверили? Jawohl. Er war bei Были у него дома, на работе. Кто это подтвердил? Ну, вот этот.
Он сказал, что они друзья, живут в одном доме. Сейчас Курнаков находится в командировке. Когда он вернется? Должен вернуться через неделю. Передайте в центр, что Курнакова на месте не было. Вы знаете этого человека? Нет. Сразу видно, что вы не поклонник русской бани. А русские говорят... Да, я слышал эту поговорку. Нам кое-что стало известно об этом человеке. Думаю, что он сможет вам пригодиться. А эту фотографию возьмите обратно. Что-нибудь случилось? Пока еще нет. Но времена меняются. Возможно, вам придется его убрать. Вы поставьте, где взяли. Раз пошли на такой рискованный шаг, прислали человека, значит, не успокоится, пока не увидит Тульева. Да. Боюсь, что арест долго от них скрывать не удастся. Опять кого-нибудь пришлют. Опять будут выкручиваться, пойдут в транспортное агентство. Там все в порядке. А все равно не успокоятся. Это верно. Придется им все-таки показывать Тульева. У тебя когда с ними связь? Завтра. Передай вот что. Получил привет с Большой Полянки. От Сергея Николаевича. Да, но не лично, а через Бекаса. Подобные встречи в Приволжске нежелательны. Так. Ну, если понадобится, пусть дадут явку в Москве. Надежда. При обыске у вас обнаружен вот этот блокнот. Скажите, что означают эти записи из заглавных букв? Тип, ДИН, ПАК. Инициалы людей, на которых я мог рассчитывать. А по каким признакам они подбирались? Кто чем-нибудь был скомпрометирован здесь или за границей. Недоволен, тщеславен, любит деньги. Как у вас говорят, морально неустойчив. Вербовка агентуры входила в ваши обязанности? Отчасти, применительно к моим заданиям. А в каком направлении эта агентура должна использоваться? В основном для диверсионных целей в особый период. Что такое особый период? Война. Какие же конкретные задачи возлагались на эти группы? Они определены приказами НАТО в соответствии с общим планом военных операций против стран Варшавского договора. Выведение из строя объектов по снабжению энергией, водой, газом и продовольствием. Создание баз для размещения групп из войск особого назначения. А это что за группы? Группа по организации массового террора. И организация отрядов для борьбы с существующим режимом. Ну и какими же средствами предполагалось осуществить эти мероприятия? Самыми современными, включая бактериологическое оружие. Я лично никогда в возможность такой войны не верил. Не верили. А сами работали на нее с теми, кто считает, что война – это самый радикальный способ разрешения всех международных противоречий. Я разведчик, это моя профессия. Не выполнять приказы я не мог. А в политические цели я тогда особенно не вникал. Удобная позиция. Нам давно известно. Виноват Гитлер, он приказывал, а мы пешки, так? Выходит, что так. Я ведь только теперь впервые серьезно стал задумываться о своей жизни. Что, подходящая возможность? Вы имеете в виду арест? Не совсем. Несколько ранее. Прощаясь со мной, отец говорил, какая ирония судьбы. Ты последний из рода Тульевых, вынужден тайком пробираться на родину под чужим именем. Все же я завидую тебе. Если бы я мог, я пополз бы сейчас на коленях в России. Тогда мне его слова казались сентиментальными. Какая разница? Где жить, а тем более умереть? Все равно для всех и
Всюду мы были чужие. И вот только теперь мне кажется, что я по-настоящему понял отца. Россия наша родина, и я не могу, да и не хочу быть для нее, для ее людей врагом. Мне трудно об этом говорить. А вам, вероятно, не менее сложно понять меня. А что же вы раньше не пришли к нам со своими мыслями? А может быть, вы поспешили с арестом? У вас есть к нам какие-нибудь просьбы? Я хотел бы написать Марии, но... Напишите. Михаил, Да, вы видели его? Конечно, ничего. Он обо всем написал здесь. Просьба большая к вам. Никому об этом письме не говорить, никому его не показывать. Хорошо? Хорошо. Если задумаете ответить, я зайду часов в 5. Удобно вам? Да, удобно, я вас провожу. Спасибо. Здравствуй, Машенька. Мне разрешили написать тебе. Не знаю, примешь ли ты это письмо, но мне очень нужно, чтобы ты его прочла. С чего же начать? Ну что еще? Отдала Сашеньку в ясли. Ему там так нравится, когда я прихожу за ним. Плачет, не хочет уходить. Посылаю его фотографии. Вот такой он сейчас. Продолжается посадка на рейс 943 Москва-Запорожье. Повторяю. Продолжается посадка на рейс 943 Москва-Запорожье. Пассажиров просят пройти на перрон для посадки в самолет. Зал номер 1. Александр Николаевич. Как это прекрасно, что вы не опоздали и не перепутали рейс. Юлька, ты знаешь, рейс я действительно перепутал. Почему ты решил, что прилетаешь в Шереметьево? Познакомься. Рима. Алик, очень приятно. Мы вместе Очень отдыхали. Ехать подано, прошу. Хорошо. Что ж вы раньше баньку не жаловали? Раньше баньку-то? Да. До ванной обходился. К старости уж кости пару потребовали. А вы давно по банкам делаете? Я уж годов 15. Сколько по венчиков через руки перешло. И венчики березовые, головы садовые. Всякого множества перебывало. У меня в клиентах 2 академика, 4 лауреата. Артистов разных там штук 5. Ну, Пухикин, ты знаете? Тоже. Народ обстоятельный, даже пивком не балует. Конечно, разные есть. Вот, на 3-м диване. Если с термосом? Да, тянет. Думаете, он чай пьет? Коньяк возьмет. Ну да. Большой человек. Гастрономом заведует, скоро сядет. Это на нем написано, да? У меня глаз алмаз. Его дружок, агент по снабжению, уже присел. Тот перед посадкой коньячок с легким паром стал потреблять. А до этого с пивком обходился. Этот тоже недавно на коньяк перешел. Верный признак сядет. Я смотрел, вы тонкий психолог. Что? Психолог. Ну, что делать, работа такая. Ну, я думаю, и нам пора на коньячок переходить. Что, Николай Николаевич? Я по-другому соображаю.
скажу вам так, вот берешь чай, крепкую заварочку, да после баньки лучше ничего не сыщешь. А вы скоро заканчиваете? Да, минуток через 30 пошабашу. Чайку я попил. Да. Был у меня дружок один, в цирке работал, укротителем. Ну, его этот тигр съел в прошлом году. Так он всегда так выражался. Все в наших руках. Ну да, тигр съел. Вчистую. Я тут недалеко живу. Так что, как говорится, милости прошу к моему шалашу. Я сейчас. Продолжаем наши радиопередачи. Музыкальная программа после полуночи. Значит, ранил меня в 44-м. И контузило. Отвалялся в госпитале. Списали вчистую. Воротился в свою деревню, в Орловскую область. А там ни кола, ни двора, одни трубы закопченные стоять. Что делать, Николай Николаевич? Подался в Москву. Устроился дворником. Вот эти хоромы мне дали. Ну что, жить можно. Ну, и зажил себе. А потом один дружок хороший баню устроил. Ну, работа чистая. Ну, вот вся история. Да, чего в войну не бывало. Да. Я вот знавал одного человека. Жил себе спокойно в деревне. С братом своим, а твоим, между прочим, тезкой Кондратом. Тоже в Орловской области. В 41-м оба на фронт пошли. Под Харьковом попали в окружение. Кондрат на мине подорвался. А Василий брат сохранил и обратно к своим пробиваться не стал. А пошел сдаться в плен. Ну, понимаешь, надоело в атаку ходить, ура кричать. Отправили его немцы в Освенцим. Но не в лагерь, а в шпионско-диверсионную школу. И стал он числиться под номером 75 в списках разведоргана Цепелин. Кличку ему дали Тихий. Работал карателем в зондеркоманде СС-10А. Участвовал в акциях в Краснодаре, в Мозыре. Потом приболел, не помню, что там чем. Оставили немцы его в небольшом селе, сделал начальником полиции. А тут как раз наши вернулись совсем не кстати. Забрался человек в погреб у одной своей зазнобы. И аж до 46-го так вот в погребе и просидел. Боялся на свет белый выйти. Люди с фронта вернулись, отстраивать стали, он в погребе сидит. Ну, потом зазноба его выгнала. Надоел он ей, на кое нужен. Есть мужики покрепче. Спасибо, не выдала. Но он в Москву в дворники поступил. Да, история. Вот какие дела бывают, Василий. Извиняюсь, Кондрат. Что ты смотришь? Ты же имя брата присвоил. Вы ошибаетесь. Не за того принимаете. Нет, к сожалению, не ошибаюсь. За того самого принимает. Смотри. Вот. Дал добровольное согласие. Откуда это у вас? Мало ли. Да бог с ними, они мне не нужны. Можешь хоть сейчас сжечь. Давай все это дело забудем, Василий. А у меня к тебе предложение есть. Да не бойся, советская власть от этого не пострадает. Я, понимаешь, обменом занимаюсь. Камешки меняю. Камешки? Клиенты у меня солидные. А твоя работа простая. У меня коробочку взял, кому надо, передал. А за это премия. Лады этого человека. Нет, я его не знаю. Вы пользовались полным доверием у руководства центра? У шефа, да. Вы давно знаете его? Я связан с ним 15 лет. Знаю, что до войны он жил в Аргентине. Его немецкий язык и до сих пор оставляет желать лучшего. Какой-то дальний родственник Гелена. Думаю, что этим и объясняется его быстрая карьера. А Себастьян? Себастьян. Этот появился недавно. С первых же дней относился ко всем с подозрением. Отца моего просто возненавидел. Чем вы это объясняете? Отец раньше занимал его место. Да и вообще Себастьян каждого русского считает потенциальным врагом. Он подданный Соединенных Штатов?
Не знаю. Прислан Центральным разведывательным управлением. Я с ним познакомился в Гармиш-Паркенкирхене, в школе по подготовке разведчиков. Вы часто бывали там? 3 раза. Подбирал агентуру для использования в Иране и Турции. Вы рассказывали о своих миссиях в странах Азии и Ближнего Востока. Помните вы адреса явок, паролей? Кое-что помню. Были агенты, которых вы знали, так сказать, в частном порядке? У 2 был в Стамбуле. Одного знаю в Афинах. Правда, это было давно, живы ли они сейчас. А в европейских столицах у вас есть такие знакомые? По поручению шефа я встречался с одним человеком в Брюсселе. Правда, поручение это было частного порядка. Кто? Насколько мне известно, он жил и учился в Париже. Во время оккупации сотрудничал с немцами. Был приговорен партизанами к расстрелу. Сбежал в Бельгию. В последнее время руководил там какой-то крупной лабораторией. А потом уехал. Куда? В Западную Германию или Швейцарию. Вы можете его описать? Да. Сделайте это, пожалуйста, в нашей завтрашней встрече. Алик? Да, Юленька. Намотался я сегодня на заводе, в редакции, в институте. Сними башмаки. Слушаюсь. Получил от мамы телеграмму. Наш археолог замерзает в поездке. Просит выслать теплые вещи. Тебе привет. Спасибо. Ну, знаете ли, просто Версаль. У нас никогда не было такого порядка. И если ты нарушишь этот порядок, в следующий раз будешь убирать сам. Понятно. Пиджак? Прости, пожалуйста. Между прочим, ты читаешь литературную газету? Так там прямо написано: мужчин надо беречь. Как ты относишься к этой идее? Отрицательно. По-моему, мужчины просто обленились. И ты еще хочешь после этого, чтобы я на тебе женился? Этого хочу не столько я, сколько ты. И если это произойдет, хозяйничать будете вы, Александр Николаевич. Слушай, ты не оставляй этой соседке ключи, а то она стала очень любопытная. А что такое? Кто я? Как мы? Ну, а ты что? Сказала твоя любовница. Идиотизм. Ты тебе бифштекс с луком? Естественно. Видела сегодня Риму, она договорилась насчет переводов для тебя. Правда, технически. Ну, какая разница? Лишь бы денежки платили. Да, ее Володя едет за границу. Сейчас многие ездят. Куда? Не то в Бельгию, не то в Швейцарию. Служебной командировкой, кажется, всего вдвоем или втроем. Это тебе не в стадии туристов. Думаю. Никаких идей на этот счет не возникает? Не понимаю, о чем ты говоришь. Я думал, у тебя рефлекс отработанный. Он мог бы нам что-нибудь привезти. Например? Например, французские духи или краска для ресниц. И если тебе приличные галстуки привезут, и нам замшевое пальто, тоже неплохо. К чему ты клонишь? Говори прямо. Нужно достать валюту. Ну, что значит достать валюту? Как будто это красная икра или вобла. Доставай. Нет, ты определенно заторможен. Неужели до тебя не доходит? Спасибо. Ты же дружишь с этим адвокатом? С Кокой. Он наверняка может достать. Я знаю. Что ты знаешь? Что? Ну, попроси его. Не болтай ерунду. Не смей произносить в моем доме его имени. Запомни, он мне не друг и другом никогда не был. Побереги нервы. Тебе не друг, так мне сосед. И, между прочим, это он нас познакомил. И хотя бы из одной благодарности мог бы относиться к нему уважительней. Вот и целуйся со своим соседом. Как быстро слетает с тебя респектабельность. Рима же устраивает тебе переводы? Почему ты не можешь ей помочь? Ах, это уже только Риме нужно. А мне плевать на нее, если твоя подруга такая же, как ты.
Что ты кричишь? А потому что мне надоели твои бесконечные разговоры про барахло. Достань, купи, купи, достань. Сколько можно? Может быть, и я тебе надоела? Может быть. Хорошо. Обойдемся без тебя. Не советую связываться с Кокой. Спасибо за бесплатный совет. Юля, это сюрприз. Не ожидал. Николай Николаевич, познакомьтесь, это моя подруга Рима. Очень приятно. Одну минутку, я сейчас вы тут располагаетесь, дорогие. Да, Алик меня бросил. Вы тоже нехорошо, соседка. Прошу вас. Николай Николаевич, мы к вам с просьбой. Юль, ну не надо так уж сразу, честное слово. Вы хотите сократить мне удовольствие? Не будем спешить. Посидим, поговорим. Вина вы меня, хорошее вино достал по случаю. Вот так. Вот Римочку я вижу первый раз. Видите, как интересно? Пожалуйста. Спасибо. Вот. Конфеты. Николай Николаевич, я понимаю, что приличие требует поинтересоваться здоровьем, а потом уже просить в долг десятку. Но я считаю, что это как раз и неприлично. Юлечка, вам нужны деньги, да? Да, но не рубли. Господи, копейки, сотни, тысячи, пожалуйста. Нет, нам нужны доллары. Ну, доллары. Где же, красавицы мои дорогие, найти доллар-то? Они же на дороге не валяются. Но вы же все умеете, все знаете. У вас столько знакомых. Вы же сами говорили. Ну, на что они вам, если не секрет, конечно, ваше здоровье? Понимаете? Спасибо. Рима вот все объяснит. Мой друг научный сотрудник. Он не едет в командировку за границу. Но у него больная мать. Нужны лекарства, а у нас пока нет. А ваш друг научный сотрудник не боится вести валюту через границу? Могут быть неприятности. О, ну что тут особенного? Многие так делают. Ну уж многих. Делают так как раз очень немногие, Юля. Николай Николаевич, ну, помогите нам. Такой случай. Юлечка, такой случай, когда я не могу быть ничем вам полезен, честно. Ой. Рад бы, но не имею никакой возможности. Никакой. Ну, Ну, Николай Николаевич, извините нас. ну как У же? нас очень мало времени. Ну, в кои-то веки пришла Римочка, и вдруг сразу, ну, как нехорошо. Мне обидно, что я не смог быть вам полезным. Юлечка, прошу. Спасибо. Простите, Мария. До Ну, свидания. надеюсь, еще увидимся. Рад был познакомиться. До свидания. Да, Юля, чуть не забыл. Можно вас на минутку? Римский, извините. Почему вы не пришли ко мне одна? Ну, поймите, есть же вещи, о которых нельзя говорить при посторонних. Вы поймите меня правильно. Вы понимаете, Рима моя близкая подруга, потом это для нее. Но я вас понимаю, извините. Да подождите, сколько долларов могут стоить эти лекарства? 200-250. У меня знакомый недавно вернулся из заграничной командировки. Может, у него остались какие-то деньги, черт, на 200. Ну, в общем, узнаю, постараюсь для вас что-то сделать. Как зовут ее друга? Володя Барков. Володя Барков. Вот пусть Володя Барков встретится со мной. Хорошо, он к вам зайдет? Нет, лучше не у меня. Давайте так, послезавтра в 10 утра Угу. на почтамте на Кировской. Вы ему меня покажите, уступаете? Лады? Спасибо. До свидания. До свидания. Почему проверяете? Вон у 54-го окна, видишь, высокий седой? Николай Николаевич. Ну иди, я подожду тебя в метро. Николай Николаевич, здравствуйте. Вовочка, сколько лет, сколько зим, смотри, загорел, отдохнул. Хорошо отдохнул, да? Одну минуточку, я сейчас вернусь. Ну, выходить на улицу я сейчас. Казин Николай Николаевич, пожалуйста. Если бы ни за что к приятелю не обратился, соседские чувства. У вас с собой? Да. В магазине положите ко мне в карман то, что принесли я вам. Приятель только из-за лекарств согласился. Сиди, сиди. Привет. Здравствуй. Читаешь? Наверстываю упущенное. Ну да. Раньше времени не было. Да нет, скорее подходящего состояния души. Газеты, журналы регулярно дают. Да, спасибо. Есть еще любопытное чтение. Вчера получили.
Липа? Нет. Приглашение официальное? Вполне. Так, значит, игра продолжается. Да. Вот хотят на тебя взглянуть, соскучились. Отказывать не имеем права. Может, они тебе не очень верят? Не думаю. Скорее опасаются, что подменили. В общем, в музей надо идти. Доверяете? А если нет, идти все равно ведь надо. Хотел бы я поглядеть на шефа. Если бы он узнал, кого прислал ко мне. Я тоже. S'il vous plaît, mesdames, messieurs, dans cette salle, vous pouvez voir les monuments de l'art grec ancien. Ce sont les colonnes et les portiques de l'époque classique. Ici, une petite statuette d'un adolescent grec exécuté en seconde moitié du 5e siècle avant Jésus-Christ. Dans cette vitrine, une collection de vases grecs, vases attiques. À gauche, les célèbres statues décoratiques d'Héraclion, les souvenirs de l'Ade, les marbres, les bronzes, la céramique. Et maintenant, nous allons monter cette galerie. Excusez-moi, monsieur, de quel siècle? Извините меня, месье, какого века эта скульптура? Sculpteur inconnu. Скульптор неизвестен. Бронза красива. Vous êtes aussi très sympathique. Вы, месье, тоже очень симпатичны. Au revoir. До свидания. Свободен? Да, нет. Ярославский. Алло, такси, Приволжск? Да. Третий купе. Минуточку. Видел кого-нибудь? Незнакомых никого. Спасибо. Пожалуйста. У вас готова пленка? Михаил Александрович, посмотрите, пожалуйста, на экран. Сидите, сидите. Может быть, среди посетителей музея был кто-нибудь, кто вам знаком? Знакомых я никого не увидел. Я уже говорил. Но ведь кто-то должен был быть. Иначе им не было смысла вызывать вас. Особенно в Москву. Может быть. Дайте пленку. Нет. 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 Минуточку. Могу я попросить назад еще раз? Дайте последний кусок еще раз. Пожалуйста, последний кадр повторите. Себастьян. Вы в этом уверены? Да, уверен. А кто второй? Второго не знаю. Вы с ним не встречались? Вы, может быть, где-нибудь видели его? Нет. Когда вы вышли из музея, он пошел за вами. Видите? Потом вы взяли такси, а его в течение часа ждала вот эта машина. И он поехал за вами на вокзал. Вот она, 5988. Потом он вышел на перрон и ждал, пока отправится ваш поезд. Вероятно, хотел убедиться, что я еду в Приволжск. Но я его не знаю. Ну что ж, благодарю.
Евгений Иванович, проводите. Слушаюсь. До свидания. До свидания. Значит, все-таки узнал Себастьяна. Это тот самый, который тебя допрашивал? Да. Главный советник шефа. Себастьян приехал с туристской делегацией из ФРГ под фамилией Клюге. Эрик Клюге. Ну, второго он мог и не знать. Второго мы тоже установили. Это Фридрих Клотц. Дважды посещал нашу страну. В 59-м как турист и в 62-м с торговой делегацией. Работает в посольстве, советником по культуре. Интересуется антикварными вещами. После вокзала встречался с Казиным в кафе «Валдай». Мы показали эти фотографии Ступину. Он утверждает, что именно Клотца видел у Казина. 316. 316. 1, 9, 4, 5, 6. 1, 7, 4, 4, 3. 9, 0, 6, 7, 8. 4, 3, 0, 2, 1. 1, 1, 6, 7, 8. 8, 4, 4, 9, 5. 1, 9, 4, 4, 7. 0, 6, 1, 1, 4. 1, 2, 6, 6, 7. Ну что? Ну вот. Как новый. Спасибо. Сейчас я повешу. Ну и венчик у тебя, папаша. Душистый, как одеколон мечта. 65 копеек за флажку. Это можно. Недаром меня к тебе Николай Николаевич прислал. Закуривай. Здесь курить нельзя. Да ладно. Сейчас я соберу белье. Запись. Я раньше Сандуны любил-то. Там и бассейн побольше. Но зато здесь у вас пар получше. Послушай, да. Заходить почаще. Да часто нельзя. Боюсь, сороки на гнездо утащат. Ну что, пивка? Да давай по бутылочке-то. Сделаешь? Все в наших руках. Ну, девочки, давайте прощаться. Только без слез. Ты не забудь, у меня 42-й, у нее 46-й. Ну да. В сумме, значит, 86. Все будет хорошо. Смотри, Володя, не забудь звонить. Ну, конечно, позвони. Счастливо. Привет. Спасибо. Пожалуйста. Уважаемые радиослушатели и телезрители, завтра в нашем городе открывается симпозиум по электронике. Только что приехала делегация Советского Союза во главе с профессором Васнецовым. Добрый день, профессор. Что вы можете пожелать симпозиуму? Успеха. Профессор Вендель, рад вас видеть. Познакомьтесь, пожалуйста, мой товарищ Барков. С Кутюрье вы уже знакомы. Это наш директор-распорядитель. Вы его гости, он будет вас сопровождать. Это мой секретарь, Жозефина Клер. Как себя чувствует профессор Клаус? А он уже приехал. Ach, Herr Professor Wasnietzow, darf ich meinen Assistenten vorstellen, Herrn Buck? Как вы себя чувствуете? Ну, теперь уже неплохо, небольшая автомобильная катастрофа. С тех пор он ездит только на велосипеде. Вы прочитали мою книгу? Да, очень интересно. И готовы с ним спорить? Ничего, мы с профессором договоримся быстрее, чем с вами. Месье Барков? Да, Владимир. А вы, судя по имени, француженка? Да. Вы говорите по-французски? Несколько лучше, чем по-немецки. Вы сегодня можете располагать своим временем. Открытие симпозиума завтра в 10 часов. Машину я пришлю сюда.
Господа, я думаю, вам будет удобно. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. А это программа симпозиума. Ваш доклад, профессор, вторнике. Хорошо. А сообщение господина Баркова в пятницу. Хорошо. Время мы уточним. Если я вам понадоблюсь, я всегда к вашим услугам. Пожалуйста. Благодарю. Мой телефон. Спасибо. Хорошо отдохнуть. До свидания. Счастливо. Господин Кутюрье, так, у меня к вам просьба. Я бы хотел что-нибудь приобрести для девушки. Ага. И боюсь, что у меня потом времени не хватит. Не могли бы вы мне посоветовать какой-нибудь магазин? А у нас магазинов много. Например, недалеко Массаж. 2-й квартал. Там все есть. Может, вас подвезти? Нет. Спасибо. Ну, спокойной ночи. Это есть день. Au revoir. Merci pour le conseil. Bonne chance. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag, mein Herr, Sie wünschen? Etwas für eine Dame. Ja, bitte. Kommen Sie doch bitte. Seien Sie so nett, helfen Sie mir. Guten Tag. Was darf sein, bitte? Zum Beispiel ein Kostüm. Ja, welche Größe? Ungefähr so. Darf ich Sie zur Vitrine bitten? Danke. Jo, kommen Sie doch mal. Hell oder dunkel? Hell. Hell. Zeigen Sie bitte das weiße Puis-je Modell. vous être utile? Я могу вам быть чем-нибудь полезным? О, я очень рад вас видеть. Я вижу, у вас проблемы. Das? Sehr elegant. C'est bien. Вам нравится? По-моему, очень красиво. Вы бы не смогли примерить? С удовольствием. Kommen Sie bitte. Dankeschön. Voilà. C'est bien. Hier bitte. Il y a une veste encore ici. Wunderbar steht es Ihnen. Das müssen Sie kaufen. Ça vous plaît? C'est parfait. Вам Splendide. нравится? По-моему, очень красиво. Он говорит, что очень красиво. Я покупаю. Ja, ist gut, ja. Et je voudrais encore un manteau de Я teint. хотел бы приобрести еще один костюм из замши, но меньшего размера. Nur eine Größe klein. Ja. Ein Kostüm? Kleiner? Поменьше? Ich verstehe. О, я Ein понимаю, großes господина Herz. Большое Сердце. Принесите, пожалуйста, костюм, приготовьте кофе Et du cognac. и коньяк. Und Cognac. D'après По русскому обычаю покупку принято обмывать. So ein Einkauf muss begossen werden. Je crois que votre dame sera contente de vos achats. Je l'espère. Dankeschön. Bitte schön. Danke. Avez-vous été en Вы Belgique? бывали когда-нибудь в Бельгии? Malheureusement. К сожалению, нет. Votre santé. C'est mon pays. А я родилась там. J'aime Anvers, Rotenmark. Ici, je suis Здесь я недавно. peu. C'est Monsieur Couturier. Месье Кутюрье, друг моего отца. Placé récemment chez le То он professeur. меня устроил профессору Венделю. Mais ici, il y a aussi deux Вы знаете, здесь тоже есть очень красивые места. Например, озера. Вам надо обязательно посмотреть их. Couturier de vous y emmener. Merci, mais... Et je suis prête à être votre... А я готова быть вашим гидом. Merci. Mais je crains que... Боюсь, что это не получится. Mon programme est très... Программа очень перегружена. Reste les dimanches. Здесь и воскресенье. Ну, всего одно. Ce n'est pas beaucoup, un dimanche, c'est rien. Moi, je voudrais que vous restiez Если вы ici pour... смогли бы остаться здесь хотя бы на месяц, Oh, quelle heure est-il? сколько времени? Il est 4 4 часа. Vous savez, К сожалению, мне нужно уходить. professeur Vandel a une mauvaise У профессора скверная привычка. Он иногда работает по вечерам. Justement, le cas, je dois lui préparer son travail. Il y a longtemps que vous travaillez pour Вы lui. давно работаете у него? Не очень. Pas très longtemps, mais vous savez, le Ну, professeur профессор Vandel часто voyage à путешествует. l'étranger. Je l'accompagne Ну, я его сопровождаю. pour une femme seule, А для одинокой женщины seule occasion. это единственная возможность сделать свою жизнь более интересной. Ah,
Non, c'est de Prévert. У вас привер? Vous aimez la poésie? Bien sûr. Je crois que ça vous plaira. Rappelle-toi, Barbara. Il pleuvait sans cesse sur Brest ce jour-là. En руsse. Помнишь ли ты, Барбара, как над Брестом шел дождь с утра? А ты такая красивая, промокшая, счастливая. Ты куда ты спешила в тот день, Барбара? Русский язык очень Mais красивый. j'ai compris seulement Barbara. Но я поняла только Барбара. Bringe das Kostüm. Das zweite Kostüm bringe ich auch gleich. Dankeschön. Oui, mais je dois partir. Rien à faire. À bientôt. Пси-1 и Пси-2 – фазовые сдвиги, вызванные отражением. F – набег фазы при прохождении плоского слоя. Таким образом, если эти выкладки верны, и наши рассуждения вам кажутся справедливыми, нам остается только порадоваться. И еще, прошу не считать меня единственным автором этого решения, так как я представляю коллектив, который счел целесообразным поделиться с вами результатами своих исследований. Благодарю вас. Уважаемые коллеги, я уверен, что вы разделите мое мнение, если я скажу, что доклад молодого советского ученого был чрезвычайно интересен. Проблема, затронутая в нем, открылась для нас с новой и, я бы сказал, с неожиданной стороны. А сейчас, господа, перерыв. Поздравляю вас. Отличное сообщение. Возможно ли, чтобы господин Барков встретился с моими студентами? Во вторник ведь мы улетаем. А может быть, профессор Вендель обратится в Москву, и мне разрешат задержаться на несколько дней? Конечно. Мы это сделаем. Я не возражаю, но нужно поговорить с Москвой. Monsieur Borkov, Oui. Darf ich Sie bitten, mich mit Herrn Borkov bekannt zu machen? permettez-moi de vous présenter le professeur. Господин Клаус хочет с вами познакомиться. Я поздравляю вас. Это был отличный доклад. Félicite pour votre rapport. Darf ich Sie bitten, noch ausführlich? Мне бы хотелось пригласить вас в институт и поговорить там поподробнее. Поговорите, пожалуйста, с профессором Васнецовым. Ich hoffe, dass es doch noch zu einem Gespräch kommt. Il est sûr que Я vous надеюсь, что мы еще встретимся. Ich danke Ihnen. Bitte schön. Mes félicitations, monsieur Borkov. Примите мои поздравления. Я очень рада вашему успеху. Volodya. Bonsoir, monsieur Borkov. Excusez-moi que je suis en retard. Извините, я немного опоздала. Занималась вашей новой программой. Я очень рада, что вы остаетесь. Я тоже. Guten Abend, meine Herren. Фройлен Жозефина, а мы заждались вас. Вот это для вас. Erstens, ja. Zweitens, Fräulein Josephine, schauen Sie mal, was beliebt sich für eine Puppe. Herr Professor, ja, für Sie, auf Sie, Fräulein Josephine. Prosit. Prosit. Ja, möchten Sie das neue Programm? Я принесла программу господину Баркову. Sie haben Dankeschön. C'est pour vous. Merci, merci. Volodya, j'ai quelque chose à vous dire. Venez. Я бы хотела кое-что объяснить вам. Sur le programme, remarquez Вот здесь в программе написано «Свободный день». А профессор Вендель предложил мне повезти вас на озера. Oh, c'est très bien. Прекрасная идея. Et n'oubliez pas, И не забудьте, пожалуйста, будущую пятницу обеду профессора. Ah oui, ça je sais. Vous y serez. А вы там будете? Там будут только ученые мужи. Nous sommes donc si desséchés. Такие уж мы сухари. К вам это не относится. Vous viendrez? Так вы будете там? je ne suis pas invitée. Но если вы настаиваете... Bon, bon, bon. Надежде, прикажите Пикассо выехать из Москвы 12-го поездом 9. Снять участок дороги на 30-м километре после Новотрубинска. Затем установить на ближайшей станции у подъездных путей счетчик. Забрать его по истечении 10 дней. Инструкцию и прибор получите у Акулова. Да поможет вам Бог. Все. Прибор получил. Судя по инструкции, прибор регистрирует радиоактивность проходящих грузов. Опять Новотрубинск?
Если они так настойчиво добивались проб воды и земли именно из этого района, ничего удивительного в этом нет. Судя по показаниям Тульева, они предполагают, что там находится атомный комплекс. Насколько они ошиблись? Километров 800. Американцы 2 раза просили разрешения поохотиться в этих местах. Турецкий атташе. Никогда раньше не увлекался охотой, тут тоже потянуло в тайгу. А вы им отказали? Да. От этого их еще больше туда потянуло. Так, предположим, что им удалось установить, что никакого объекта в этом районе нет. Дважды брали пробы. Ты, Ступин. Дважды пробы показали наличие радиации. И вдруг оказывается, что ничего здесь нет. Правда, нам об этом нужно было подумать раньше. Мы обратились в ваш институт с просьбой очень важной и абсолютно секретной. В районе, в который вы едете, нет никаких военных объектов. Строительство, которое ведется там, сугубо гражданского назначения. Но нам с вами нужно замаскировать этот район таким образом, чтобы ни у кого не оставалось сомнений, что именно там находится атомное производство. Будем исходить из предположения, что те, кто будут интересоваться этим объектом, могут использовать космическую, авиаразведку, радионаблюдение. Ну и не исключены агентурные возможности. С вами поедет наш представитель, строитель. Ну, а весь район мы объявим закрытой зоной. Получение хорошего изображения весьма проблематично. А я вам говорю, что это реальность. Дорогой Барков, ну нельзя же выдавать желаемое за действительность. Да, мы так же, как и вы, получаем такие изображения на сигнетоэлектриках и разрабатываемой нами системе типа Суперкон. Это далеко не идеальное решение. Иногда вообще трудно понять, что изображает это изображение. Зачем же идти таким сложным путем? У нас это называется доставать правой рукой левое ухо, вот так. Только пленки на основе жидких кристаллов телура могут дать необходимый результат. Извините, но я не могу с этим согласиться. Мы тоже проводили эти опыты, но безуспешно. О чем вы говорите, профессор? У нас же получилось. Хорошо, но я должен объяснить профессору. Добрый вечер, фрау Вендер. Вы выглядите великолепно. И вы тоже прекрасно выглядите. Тысячу извинений, господа. Я очень рад вас видеть. Мне кажется, что вы много выпили. Чуть-чуть. Но меня вы совсем забыли. Эта настойчивость профессора Клауса выбьет любой хмель из головы. Уведите меня отсюда, мне скучно с ними. Профессор Вендель не обидится, если мадемуазель Жозефина и я исчезнем. Нам останется только сожалеть. О чем вы думаете? О вас.
à notre randonnée sur о нашей поездке на озера. Parce que sans vous, mon séjour ici. Без вас мне было бы здесь очень грустно. Et vous? А вы? Moi, je pense que dans О 2 том, jours sera vendredi. что через 2 дня наступит пятница, Vous partirez, вы уедете, je resterai и я снова останусь одна. seule comme toujours. Je me suis déjà habituée à vous. А я уже привыкла к вам. Monsieur Couturier m'a dit Кутюрье мне сказал, professeur Klaus vous a что профессор Клаус de travailler предложил вам поработать в его que vous avez институте, refusé. и вы отказались. C'est tout naturel. Естественно. Et vous? Qu'auriez-vous fait à ma place? Как бы вы поступили? Je ne sais pas. Не знаю. Je réagis autrement. Вероятно, по-другому. Telle est la logique féminine. La musique est terminée. Музыка кончилась. Non. Elle Нет. continue. Она продолжается. Rappelle-toi, Barbara. Il pleuvait sans cesse sur Brest. Sur Brest, ce jour-là. Et tu marchais, souriante, épanouie, ravie, ruisselante sous la pluie. Oh, Barbara. Barbara, Barbara. Barbara, Barbara, Barbara. Rappelle-toi, un homme sous un porche s'abritait. Il a crié ton nom, Barbara, Barbara. Et tu as couru vers lui sous la pluie, ruisselante, épanouie, ravie. Et tu t'es jeté dans ses bras, Barbara, Barbara. Et voilà. C'est ici que j'habite. Вот здесь я живу. Vous suis-je opportun? Вы меня прогоняете? Non, au contraire. Нет? Faites doucement, je vous en supplie. Ma patronne У меня очень строгая хозяйка. Et voici ma chaumière. Вот это моя хижина. Pas la chaumière. Это не хижина, это настоящий дворец. Alors moi je suis la reine. Я его королева. Мантию, Ваше Величество. Merci. Qu'allons-nous prendre? Что мы будем пить? Ce que vous désirez. Voilà le bar. Посмотрите в Ah баре. bon. Du cognac, du whisky, du Beaujolais. Pour moi un petit cognac. Nous allons boire Будем пить vin du soleil. напиток с солнцем. Nous allons boire du vin du soleil. Bon. Lequel? Celui-ci. Je vous en prie. Chin-chin. Tintin. Sans vous, Josie. Если бы не вы, Жозе, я бы не увидел самого прекрасного в этой стране. J'étais heureuse de pouvoir être. А мне было приятно быть вашим гидом. Prenez la place. Садитесь, пожалуйста. Venez à Moscou, Josie. Приезжайте в Москву, Жозе. Vous êtes comme tous les hommes. Володя, вы похожи на всех мужчин. Moscou, vous ne me reconnaîtrez В pas. Москве вы меня даже не узнаете. Vous vous trompez. Je ne vous oublierai Я вас никогда не забуду. Josie. Non, non.
Не надо, Володя. Вы все равно уезжаете. А что я могу сделать? Вы удивительная женщина. Кто там? Жозефина, откройте, пожалуйста. Я уже сплю, фрау Мертен. Это очень срочно. Это хозяйка, я не хочу, чтобы она вас видела. Подождите, пожалуйста, там. Мадемуазель Клэр? Криминалполиция. Криминальная полиция. Садитесь, пожалуйста. Что вам нужно? Вы известны Интерполу под именем Жоржет Хемлин, которая обвиняется в незаконном хранении и торговле наркотиками. Это какая-то ошибка. Я никогда не носила имени Жоржет Хемлин. Я работаю у профессора Венделя. Он может это подтвердить? Да. Номер телефона. Понимаете? Он будет недоволен, если его так поздно побеспокоят. Здесь еще кто-нибудь знает вас? Наш директор Филипп Кутюрье. Пожалуйста, наберите его номер. Я с ним поговорю. Hallo? Herr Couturier? Ja, ist Ihnen ein Fräulein... Известна ли вам фройлен Жозефина Клэр? Kriminalkommissar Wendler. А? Ja, dann bitte ich Sie auf... Я прошу вас приехать в полицейское управление. Сейчас, пожалуйста. Bitte ziehen Sie sich an, Sie müssen mit. Одевайтесь, вы поедете с нами. Auf was warten Sie noch? Чего же вы еще ждете? Durchsuchen. Осмотрите комнату. Bitte. Wer ist dieser Herr? Кто этот господин? Господин Барков, ученый из Советского Союза. Странное место для приема гостей. Ваш паспорт? Мой паспорт в гостинице. Какой? Вы тоже поедете с нами. Прошу вас. Пожалуйста. Нет. Унмеглих. Такая милая женщина. Я даже не знаю, как сказать профессору Венделю. Ведь это моя протекция. Месье Володя, пожалуйста, не волнуйтесь. Ведь тут ни при чем. Я договорился с комиссаром. В посольстве не сообщать не будет. И ваша фамилия в протоколе не фигурирует. Пожалуйста, садитесь. Нет, спасибо. Я пройдусь. Спокойной ночи. Папаш, куда вы? Жизнь так прекрасна. Тушь. Не простудитесь.
beauftragten zwei unserer Leute zwecks Kontrolle, den betreffenden Abschnitt zu fotografieren. Мы поручили двум своим агентам произвести съемку одного и того же участка. Wie Sie sehen, Снимки сделаны в разное время, но совпадают между собой. und auch mit jenem Bild, welches Sie uns in Они совпадают и с тем снимком, который вы нам предоставили, мистер Маклой. Die Geräte unseres Satelliten Приборы нашего спутника отмечают значительное радиоизлучение в районе, который вас интересует. und auch unsere Zähler, aufgestellt an den Zufahrtsstrecken, bestätigen, dass zu den И betreffenden наш счетчик показал, что к объекту направляются составы с радиоактивной рудой. unsere Gespräche in Moskau, an denen wir Попытки наших официальных представителей в Москве получить разрешение на поездку в этот район не дали результата. unser Spezialist Mr. Webb По мнению экспертов, наружное сооружение, скорее всего, маскировка, а само производство спрятано под землей. Если вам удастся получить какие-нибудь новые сведения, мы будем вам признательны. Wir haben unserem Residenten bereits zu verstehen gegeben, Мы уже сообщили нашему резиденту, что заинтересованы в любых сведениях по этому объекту. wir raten die Bitte auch an Ihre Militärattaché. Я бы вам порекомендовал продублировать эту же просьбу вашему военному Ich möchte mich атташе. gerne über folgendes Problem mit Ihnen unterhalten. Vor kurzem war hier auf einem Symposium Недавно на симпозиуме по электронике находилась советская делегация во главе с профессором Васнецовым. Wir haben alle Gründe У нас есть основания предполагать, что институт, который они представляли, имеет прямое отношение к созданию противоракетного пояса вокруг основных промышленных центров. И, в первую очередь, вокруг Москвы. Вы понимаете, первый удар должны нанести мы. Ihre Meinung. Я согласен с вами. Создание аналогичного пояса в Штатах по плану Safeguard обойдется примерно в 70-100 миллиардов долларов. Нам известно, что ваши сотрудники интересовали советской делегацией, и нам бы хотелось знать подробности. Herr Sebastian, bringen Sie bitte die Себастьян, принесите, пожалуйста, досье Филиппа Кутюрье. Да, и попросите дать нам кофе. Unser Chef würde gerne mit Ihnen zusammenkommen. Мой шеф хотел бы встретиться с вами. Может быть, во вторник у нас в Гармиш-Партенкирхене. Vormittag. Ja, dann würden wir gern 20 Geräte dieser Art kaufen. Eine Мы entsprechende Anweisung купим 20 комплектов вашего оборудования, über den Liefertermin но о сроках поставок мы и договоримся. werden wir uns sicherlich noch einigen. Wir haben einige Aufnahmen. Нам удалось сделать несколько снимков. Bitte sehen Sie sich diese an. Wie heißt der Mann? Кто это? Барков. Он работает в институте профессора Васнецова. Sie sollten etwas unter... Рекомендовал заинтересоваться им.